Всем привет, это Денис, и вы на канале Дэн Электро. Сегодня я расскажу о самом простом в мире способе, как увеличить мощность блока питания. Для этого не надо использовать какие-то радиодетали, а модернизация займет всего полчаса. Идея, конечно, не новая и не моя, но зато доступна и понятна она будет рассказана только в этом ролике. Подопытным будет выступать вот этот импульсный блок питания. Его заявленная мощность 120 Вт, он выдает 24 вольта при токе 5 ампер. Перед тем, как поменять что-нибудь в блоке питания, давайте его испытаем и посмотрим, на что он способен. Мультиметр показывает напряжение на выходе. Сейчас оно почти 25 вольт. Этот амперметр показывает ток нагрузки. За кадром подключена электронная нагрузка. Ею и буду нагружать блок питания. Плавно увеличиваю нагрузку. У блока питания есть небольшой запас по мощности. Он может выдавать не только 5 ампер, но и даже 6. Так что можно считать, что блок питания выдает не 120 Вт, а 147. Но если увеличивать нагрузку дальше, то блок питания сразу отключается и уходит в защиту. До 6,5 ампер стрелка амперметра не доходит. Давайте посмотрим на это еще раз и запомним эти показания. Этот блок питания построен на базе распространенной микросхемы TRL494. Обычно у таких блоков питания схема всегда одинаковая, бывают только мелкие различия. На низковольтной стороне после трансформатора на минусовой линии есть шунт. На схеме он изображен у меня как резистор, но на самом деле в реальности это просто перемычка из какого-нибудь толстого провода. Шунт имеет определенное сопротивление, и когда по нему начинает протекать ток, на нем происходит падение напряжения. Чем больше ток, тем больше падение напряжения. Микросхема измеряет это напряжение, и если это напряжение достигнет определенного предела, микросхема даст сигнал на отключение блока питания. Так и работает перегрузка по току. Вся переделка будет заключаться в следующем. Я просто возьму небольшой кусок провода и припаяю его параллельно шунту. Таким образом, сопротивление шунта уменьшится примерно в 2 раза. Хотя может быть даже и больше, ведь сопротивление моей перемычки будет очень маленьким. Во время протекания тока по этому шунту падение напряжения на нем естественно тоже уменьшится. И сигнал на отключение блока питания микросхема будет давать гораздо позже. Благодаря этому с блока питания можно будет получить большую мощность. Теперь давайте разберем блок питания и взглянем на его плату. На эти провода, торчащие из-под платы, и на эти провода, торчащие из трансформатора, не обращайте никакого внимания. Этот блок питания пережил уже много разных опытов, поэтому у него такой потрепанный вид. На плате шунт выглядит вот так. Это перемычка из толстого провода. Ни в коем случае не путайте с такими перемычками. Эта перемычка сделана просто для удобства разводки дорожек на плате, а это является именно электронной деталью схемы, если можно так выразиться. Как я уже сказал, шунт находится после вторичной обмотки трансформатора, поэтому искать его надо на низковольтной стороне платы. Обычно он находится возле такого большого дросселя или нескольких конденсаторов, которые находятся на выходе трансформатора. В этом блоке питания шунт всего один, но под второй есть место. В эти отверстия я и припаяю свой шунт. На обратной стороне платы это место выглядит вот так. Здесь находится 2 больших полигона, по которым проходит линия минуса. Полигоны соединяются между собой шунтом, находящийся с другой стороны. От каждого полигона отходит по тонкой дорожке. При помощи этих дорожек микросхема и измеряет падение напряжения на шунте. Если у вас нет лишних отверстий под новый шунт, то это не страшно. Свою перемычку можно припаять просто параллельно заводскому шунту.
Иногда заводских шунтов может быть больше. К примеру, так было на этом блоке питания, который я показывал в одном из предыдущих роликов. Это был блок питания на 5 вольт 40 ампер, но я сделал так, чтобы напряжение регулировалось от 3 до 22 вольт. Из-за большого тока в нем использовался не один шунт, а сразу 4. Если вы не видели этот ролик, то можете посмотреть его по ссылке в описании. Моя перемычка будет выглядеть вот так. Это обычный луженый медный провод. Длину можно взять произвольную. У меня около 2 см. Тут, конечно, главное не его длина, а его сопротивление. Но оно настолько маленькое, что вы его измерить даже не сможете. Поэтому просто делайте перемычку на глаз. Обязательно помните, что после каждой переделки блока питания его надо снова включать и проверять, работает он правильно или нет. И это обязательно делать через страховочную лампочку. Иначе в результате неисправности можно увидеть неплохой фейерверк. В результате увеличения мощности блока питания некоторые его детали будут сильнее греться. Это коснется транзисторов, трансформатора, выпрямительных диодов, дросселя и сглаживающих конденсаторов на выходе. Каждый транзистор я прикрепил на отдельный радиатор. Это только на время испытаний. В идеале после модернизации блока питания надо будет еще смотреть, сможет ли родной радиатор охладить эти транзисторы. Если нет, то в корпус блока питания придется добавлять какой-нибудь вентилятор или усиливать радиатор. Диодная сборка греется не сильно, ее пока прикрепил к небольшому радиатору. Но его тоже будет хватать только на короткое время. На длительную работу радиатор, конечно, нужен побольше. Ко всему этому, опять же на время испытаний, добавлю 2 вентилятора. Теперь настало время посмотреть, что у нас получилось. Начинаю увеличивать нагрузку. За кадром подключаю нехромовые спирали. Они потребляют чуть больше 4 ампер. А уже дальше плавно повышаю нагрузку при помощи электронной нагрузки. Стрелка амперметра повышается, проходит отметку в 6 ампер и доходит до 7 ампер. Как видите, прогресс налицо. Попробую сделать еще больше. Теперь ток уже 8 ампер. При напряжении 24,5 вольта мощность получается примерно 196 Вт. Теоретически с блока питания можно снять мощность еще больше, до 12 ампер. Ведь я уменьшил сопротивление шунта в 2 раза. Но транзисторы начинают уже ощутимо нагреваться. Скорее всего, для них нужен уже радиатор побольше. Думаю, большую мощность с этого блока снять все-таки можно, но на короткий промежуток времени. Как видите, все очень просто. К мощности блока питания мы добавили целых 50 Вт. Конечно, у всех блоки питания будут разные, и увеличение мощности тоже будет разным. У кого-то прирост мощности будет 10%, а у кого-то и все 50%. Везде надо экспериментировать, проводить тесты и смотреть на нагрев деталей. На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях, если кому-то что-то непонятно. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. И всем пока!